Сегодня в Милане и Кортина d'Ampezzo зажгут огонь 25-х зимних Олимпийских игр. 16 видов спорта, включая дебют ски-альпинизма. Около 3000 атлетов из более чем 90 стран разыграют 116 комплектов медалей. На молитвенном завтраке Дональд Трамп говорил о преступниках, мигрантах и восхитился президентом Сальвадора Наибом Букеле. На Кубе гуманитарная ситуация ухудшается. Власти готовы садиться за стол переговоров. В Белом доме говорят, контакты уже налажены. Цензура крепчает. В России приговорили к 5 годам и 9 месяцам стендап-комика Артемия Останина. Александр Вучич уверяет, хочет в Евросоюз и готов снижать покупки российских энергоресурсов. А Билл Гейтс сожалеет о связях с Эпштейном. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Милан сегодня просыпается не как обычный город, а как столица Олимпиады. У Сан-Сиро кордоны и камеры, в горах последние тренировки, в командных домах суета, аккредитации и кофе на бегу. Зимние игры «Милан-Кортина» стартуют уже сегодня. Команды уже на месте. Дома сборных работают, спортсмены обживаются, а город живет в олимпийском режиме. В Кортина d'Ampezzo Австрия и Германия показывают свои командные дома, места, где будут встречаться спортсмены, тренеры и болельщики. Австрийцы говорят, все готово, мелкие проблемы с транспортом есть, но их решают по ходу дела. Все действительно хорошо. Спортивные объекты готовы, деревни готовы, все места размещения готовы, спортсмены прибыли, большинство уже здесь, и, думаю, они довольны. Приятно снова быть в Европе, дома. Это близко к Австрии. Всего несколько часов пути, короткая поездка, и спортсмены рады и воодушевлены возвращением в традиционную обстановку. Есть, конечно, небольшие проблемы. Транспорт в первые дни всегда проблема, но все это уладят, и игры будут потрясающими. Я в этом уверен. Накануне в Милан прилетел вице-президент США Джей Ди Венс. Он встретился с американскими спортсменами, пошутил, раздал аккредитации и пообещал прийти на церемонию открытия на Сан-Сиро. Эй, ребята, добро пожаловать, ребята. Мы новая страна, демократы, республиканцы, независимые. Мы все болеем за вас и поддерживаем вас, и мы знаем, что вы заставите нас гордиться. Так что спасибо всем и надеемся, вам будет весело. Пока политики жмут руки, ученые считают миллисекунды. В Швейцарии инженеры из ETH Zurich тестируют систему датчиков для прыгунов с трамплина. Сенсоры в ботинках, на ногах и в очках показывают, как распределяется давление на стопу и что происходит в момент отталкивания, том самом, который длится всего доли секунды. Идея простая. Меньше догадок, больше точных цифр и быстрее прогресс. В будущем я вижу гиперсвязанного спортсмена. Спортсмена, у которого датчики буквально везде. Крошечные, очень энергоэффективные узлы, которые фиксируют всю сложность движений. Я надеюсь внести вклад этой системой в развитие прыгунов с висы-ски и, возможно, других альпийских или даже летних видов спорта. Я могу представить применение этих датчиков в беге, плавании, в любых видах спорта. Дональд Трамп выступил на национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где большую часть речи посвятил теме безопасности и борьбы с преступностью. Говорил без телесуфлера и в привычной для себя манере переходил от внутренней политики к вопросам миграции. Глава Белого дома заявил об успехах своей администрации и жестком подходе к тем, кого считает опасными преступниками, и не упоминал инциденты с федеральными агентами, которые всколыхнули Америку. Мы также рады приветствовать лидеров и высоких гостей более чем из 110 стран, включая одного из моих любимых людей, президента Эль-Сальвадора Наиба Букеле. Он был просто невероятным. Он стал таким отличным союзником нашей страны. Спасибо большое. Такой отличный союзник. Некоторые из вас видели, у него довольно большие тюрьмы. Такие тюрьмы от одной стороны до другой не разглядишь без идеального зрения 20/20 с биноклем. Настолько они длинные и большие. И они делают свою работу. Они делают это очень гуманно, но это очень строгие тюрьмы. И мы отправляем многих из тех, кого ловим. Убийц, наркоторговцев, людей, которые нелегально приехали в нашу страну и уже совершили тяжелые преступления. У нас было 11 888 убийц, и многие из них сейчас находятся в ваших тюрьмах. Верно? И он делает фантастическую работу. Но церкви сейчас возвращаются и становятся сильнее, чем когда-либо. Такого никто еще не видел. Итак, вы все в топе. Понимаете, как король Саудовской Аравии сказал, и вы, наверное, слышали, как я это рассказывал. Мне это нравится. Я был с ним.
И он сказал 1,5 года назад: «Знаете, 1,5 года назад мы думали, что ваша страна мертва, а теперь у вас самая горячая страна в мире. У нас сейчас самая горячая страна в мире. Никто и близко не стоит». Думаю, можно так сказать. Я имею в виду, Эль-Сальвадор очень горячий, но, думаю, мы можем так сказать. И в завершение Писание всегда говорит нам: «Блаженны чистые сердцем». Не знаю, относится ли это ко мне. Не уверен. Не знаю. Пола это ко мне относится? Не уверен. Я стараюсь. В Белом доме заявили, что Дональд Трамп хочет привлечь экспертов для разработки нового, модернизированного договора по ядерным вооружениям с Россией. Временного соглашения о сохранении условий СНВ-3, по словам администрации, сейчас нет. По поводу ядерного оружия мы видели пост президента на эту тему. Можете ли вы сказать, есть ли временное соглашение с Россией о соблюдении условий договора СНВ-3, пока идут переговоры? Мне об этом неизвестно. И снова, Дженнифер, я просто хочу повторить ровно то, что президент написал несколько минут назад. Соединенные Штаты — самая мощная страна в мире и полностью восстановили свои вооруженные силы в мой первый срок, включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения. Я также создал космические силы и сейчас продолжаю восстанавливать нашу армию на уровнях, которых никогда раньше не было. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны. Айова, Миссури, Алабама и другие. Я остановил начало ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо того, чтобы продлевать СНВ-3, плохо согласованную сделку для Соединенных Штатов, добавлю, что она была пересогласована при бывшем президенте Бараке Обаме, которая, помимо всего прочего, грубо нарушается. Президент хочет, чтобы наши ядерные эксперты поработали над новым, улучшенным и модернизированным договором, который сможет действовать еще долгое время в будущем. И именно это Соединенные Штаты будут продолжать обсуждать с россиянами. США заморозили контакты со спикером польского Сейма Владиславом Черзастым. Посол США в Польше Том Роуз написал, что больше не будет с ним общаться из-за отказа поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам Черзастый сказал, что менять свое мнение не собирается. С этого момента мы прекращаем любые дела, контакты и коммуникации с маршалом Сейма Черзастым, чьи возмутительные и ничем не спровоцированные оскорбления в адрес президента Трампа сделали его серьезным препятствием для наших отличных отношений с премьер-министром Туском и его правительством. Мы не позволим никому наносить вред американо-польским отношениям и не допустим неуважения к Дональду Трампу, который так много сделал для Польши и польского народа. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами, но без давления. Куба готова вести диалог с Соединенными Штатами. Диалог по любым вопросам, которые нужно обсуждать или по которым нужно спорить. На каких условиях? Без давления. Диалог не может происходить под давлением. Условия всегда должны основываться на равенстве, на уважении нашего суверенитета, нашей независимости, нашего права на самоопределение, без затрагивания вопросов, которые являются нашей ответственностью и которые мы могли бы расценить как вмешательство в наши дела. Тем временем ситуация на острове Свободы стремительно ухудшается. США фактически перекрыли поставки нефти, в том числе из Венесуэлы. В результате дефицит топлива, очереди на заправках и многочасовые отключения электричества даже в столице. Топлива не хватает не только для электростанций, но и для самых базовых нужд. В ООН бьют тревогу. Мы видели заявление, опубликованное властями США в пятницу. Мы видим последствия нефтяного эмбарго. У нас есть координатор-резидент, и наши коллеги ООН на месте видят, в каком состоянии ситуация. Вы готовитесь смягчать последствия? Мы работаем с правительством, чтобы понять, как можем облегчить ситуацию. Я думаю, что с учетом того, что кубинское правительство находится на последнем издыхании, а страна вот-вот может рухнуть, им стоит быть более осторожными в своих заявлениях, адресованных президенту Соединенных Штатов. Но, как я только что повторила, президент всегда готов к дипломатии. И, как мне кажется, это как раз то, что действительно происходит сейчас с кубинским правительством. Министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Сенате заявил, что новые санкции против России будут зависеть от хода мирных переговоров по Украине. Предыдущая администрация добавила около 297 китайских компаний и физических лиц в наш санкционный список в рамках программы санкций против России. Я хочу спросить вас, знаете ли вы, сколько вы добавили и внесли в список в рамках программы санкций против России с тех пор, как стали министром финансов? Я не знаю, но я знаю, что президент Трамп ввел санкции против Роснефти и Лукойла, что стало главным санкционным достижением, затмевающим все остальное. И именно это привело россиян за стол переговоров, на которых я присутствовал в прошлую субботу.
Можете ли вы пообещать Конгрессу, что предпримете действия по введению санкций против теневого флота России? Я рассмотрю этот вопрос. Посмотрим, как пойдут мирные переговоры. Я вижу, как эта администрация занимает максималистскую позицию, усиливая давление, когда речь идет о теневом флоте Ирана, говоря, знаете ли, о перекрытии судоходства Венесуэлы. Думаю, здесь нужна последовательность. И повторюсь, по этому вопросу есть двухпартийная поддержка. Совет Европейского Союза утвердил условия предоставления Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Решение пока не окончательное и должно быть одобрено Европейским парламентом. В соответствии с согласованными параметрами 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь Украине, еще 30 миллиардов на общую бюджетную поддержку. Проценты по кредиту будет покрывать бюджет ЕС, что снижает долговую нагрузку на Киев. Отдельно прописаны правила закупки вооружений. Средства кредита должны использоваться преимущественно для приобретения продукции у производителей из Украины и стран Евросоюза. При этом предусмотрена возможность закупок в третьих странах, но только в случае экстренной необходимости. В документ также включен механизм, позволяющий Великобритании и ряду других государств, не входящих в ЕС, участвовать в поставках оружия Украине за счет этого кредита. Взамен они должны внести финансовый вклад в общий фонд. Этот пункт, по данным источников, активно продвигала Франция. В предоставлении кредита участвуют 24 из 27 стран Евросоюза. Словакия, Венгрия и Чехия отказались присоединяться к механизму финансирования. Окончательное решение по пакету ожидается после голосования в Европейском парламенте. Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Париже Урсулу фон дер Ляйен и Антонио Кошту. Обсуждали подготовку к неформальному саммиту лидеров ЕС 12 февраля. Основная тема – конкурентоспособность Евросоюза. На саммит пригласили бывших премьер-министров Италии Марио Драги и Энрико Летто. Планы – обсудить будущее единого рынка и стратегические цели ЕС на годы вперед. Также на встрече говорили о безопасности, поддержке Украины и укреплении европейского суверенитета. Все это на фоне утвержденного ЕС-кредита Украине на 90 миллиардов евро, 2/3 из которых пойдут на военную помощь. Франция настояла, чтобы закупки оружия велись в основном у европейских производителей. На фоне резкого обострения вокруг Ирана в сети появилось таймлапс-видео с авианосца «Авраам Линкольн». Истребители выстраиваются на палубе и уходят в небо. В Пентагоне говорят, это обычная рутина, но напряжение в регионе только растет. В Белом доме подтвердили, в пятницу в Омане пройдут переговоры США и Ирана, и Вашингтон надеется понять, возможна ли сделка. При этом в Тегеране заявили о развертывании новой баллистической ракеты «Харрем-Шехер-4». В тот же день Иран сообщил о задержании 2 танкеров в Персидском заливе, якобы за контрабанду топлива. Ранее иранский дрон приблизился к американскому авианосцу и был сбит. Все это признаки того, что ставки в регионе продолжают расти. Пятничные переговоры с Ираном. Изначально они должны были пройти в Турции, теперь их перенесли в Оман. Можете сказать, почему? Смотрите, для президента дипломатия всегда первый вариант, когда речь идет о взаимодействии со странами по всему миру, будь то наши союзники или наши противники. Поэтому специальный посланник Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Оман на эти переговоры завтра. И мы посмотрим, к чему они приведут. Президент ждет от них обновленной информации. В Москве суд приговорил стендап-комика Артема Астанина к 5 годам и 9 месяцам колонии и штрафу за шутку о ветеране войны. Дело вызвало широкий резонанс среди националистов и военных блогеров. Сам Астанин вину не признал и заявил, что не упоминал войну в Украине. Ранее он также был осужден за шутку, которую сочли оскорбляющей чувства верующих. Стоит отметить, что в 2022 году, вскоре после начала войны в Украине, Россия приняла жесткие законы о цензуре. С тех пор прокремлевские деятели и организации публично осуждают людей, которых считают нарушившими эти законы, и сообщают о них властям. Стендап-комика Артемия Астанина задержали 18 марта 2025 года при попытке покинуть Россию через Беларусь. После передачи российским силовикам он получил серьезную травму позвоночника, которую позднее фиксировали врачи. Понятен приговор вам? Нет, не понятен. 5 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафом. Значит, вам понятно. Срок и порядок обжалования 15 суток сегодняшнего дня. Вы получите сейчас копию приговора полным текстом. Это понятно? Понятно. Захотите почитать протокол? 3 суток сегодняшнего дня для подачи соответствующего заявления. Сегодня заседание закрыто. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протесты в стране поддерживают иностранные силы. Он обвинил Хорватию, соседние страны и американские организации во вмешательстве. При этом доказательств он не привел и сказал, что никого арестовывать не собирается.
Протесты в Сербии продолжаются уже больше года и начались после трагедии в Нови-Саде. Да, было совершенно очевидно, что хорваты были глубоко вовлечены, и они скрывают преступников из Сербии, которые обвиняются в очень тяжких преступлениях, в очень тяжких уголовных деяниях. И не только это. Их СМИ были вовлечены на 100% абсолютно во все. И они делали все в соответствии с инструкциями своей спецслужбы. Я упоминаю только одну, но вы можете представить, что происходило в Приштине, Тиране и некоторых других региональных центрах. Вы также раньше упоминали, что каким-то образом могли быть вовлечены USAID или другие американские организации. Да, USAID, НИД и все остальные. Какие у вас есть доказательства этого? Самые разные доказательства. Вы можете найти людей, даже вчера или 10 дней назад, которые обучали не людей из оппозиции, а людей с улиц тому, как действовать против нас и как нас свергнуть. И это оплачивалось Национальным фондом в поддержку демократии. Также Александр Вучич отметил, что Сербия идет по пути Евросоюза. Поэтому вынуждены приспосабливаться и постепенно отказываться от дешевых российских энергоресурсов. Мы идем по пути в ЕС. И я не могу сказать, что я просто поручал. Я буквально умолял своих коллег в правительстве сделать необходимые технические шаги, но не только технические, а и содержательные политические и правовые реформы в этой стране, чтобы приблизить нас к ЕС. У нас по-прежнему очень выгодная цена по краткосрочному соглашению с Россией, и это хорошо для сербских людей. Но нам придется приспосабливаться к тем условиям, которые Европейский Союз, как бы вы это ни называли, предлагает или навязывает. Билл Гейтс заявил, что сожалеет о любом времени, проведенном с Джеффри Эпштейном. В интервью австралийскому телеканалу он сказал, что встречи касались только благотворительности и были ошибкой. Гейтс также опроверг слухи об электронном письме и подчеркнул, ему не о чем скрывать. Да, я встречался с Джеффри в Лене. Я один из многих людей, которые... Недавняя публикация документов Минюста США показала, что Джеффри Эпштейн был связан со многими влиятельными людьми из политики, бизнеса и науки. В этих материалах говорится, что Билл Гейтс встречался с Эпштейном после его тюрьмы, обсуждая благотворительные проекты. Также там есть фото Гейтса с женщинами, чьи лица скрыты. В это воскресенье, в день Супербоула, на экраны выйдет 22-й Паппи Боул. В этом году установлен рекорд. 150 собак из 72 приютов США и британских Виргинских островов выйдут на поле. Зрителей ждут пушистые матчи команд Раф и Флав, а между играми — истории собак, которые ищут дом. За порядком снова будет следить арбитр Дэн Шахнер. Он возвращается уже в 15-й раз. Новинка этого года — отдельная игра для пожилых собак. 15 участников разделят на команды Олдис и Голдис. В финале вручат трофей Ломбарки и награды самым ярким участникам. Но главное напомнить, почти каждый из этих хвостатых игроков может стать чьим-то новым другом.